Сергей Серов был доволен своей жизнью. Он работал егерем. Свою профессию выбрал осознанно. Не потому, что любил природу и животных. Просто у него была одна особенность. Он любил смотреть, как жертва корчится от боли в предсмертных судорогах. Он это понял, когда стал свидетелем страшной аварии на безлюдной трассе. Мужчина, гнавший на «Лексусе», стал его обгонять и не справился с управлением. Машина 2 раза перевернулась и встала на крышу. Сергей затормозил, выскочил из своей «Ауди» и бросился к месту аварии. Водитель «Лексуса» зажало на сиденье. Он висел вниз головой и кричал от боли. Этот крик остановил Серова. Ему стало интересно, что будет дальше. Сможет водитель сам выбраться или нет? При этом Сергей испытал странное чувство. Чувство удовлетворения, что ли. Словно он получил то, чего ему страшно хотелось. В течение часа Серов не делал никаких попыток помочь пострадавшему в аварии. Он просто наблюдал за ним, пока тот не затих. Эту историю егерь запомнил надолго. Сергей стал смотреть фильмы ужасов. Особенно те, в которых были пытки, капканы и различные ловушки, чтобы люди испытывали страшные мучения перед смертью. Это доставляло ему особое удовольствие. Сергею было 38 лет. В жизни он был общительным и веселым человеком. Но зная о своей болезни, по-другому он не мог это объяснить, Серов решил, что ему лучше быть подальше от людей. И он решил стать егерем. У него были хорошие рекомендации, и его взяли на работу без проблем. В свою лесную избушку Сергей привез ноутбук, на который были закачаны различные ужастики, типа «Пилы» и «Коллекционера». Проблем с зарядкой не было, свободного времени хватало. И Серов увлекся построением различных ловушек, подсмотренных в фильмах. Он завозил из города все необходимое для их создания. Сделав все задуманное, егерь понял, что ловушки нужно испытать. Но на ком? Звери к нему не заглядывают, люди тем более. Но ему повезло, если можно так выразиться. Как-то утром он ушел в лес и обнаружил в своих капканах 2 человек. Это были беглые зэки, судя по их одежде. Одному из них ловушка пробила легкие, другому перебила ноги. Егеря потрясло увиденное. Такого эффекта от ловушек он не ожидал. Судя по выражениям лиц, жертвы испытали страшное мучение перед смертью. В полицию Сергей не стал сообщать. Зачем ему лишние вопросы? Он поступил иначе. Освободил тела зэков из ловушек и отрезал им головы. Тела закопал в лесу. Если звери и найдут, то следов вообще не останется. А головы отнес домой и спрятал в подвале для дальнейшей консервации. Серов учился по фильмам ужасов, а там все подробно показано, что и как нужно делать. С этого момента егерь решил стать коллекционером. Сам он никого убивать не собирался. За него это сделают различные капканы и ловушки, замаскированные в различных частях леса, недалеко от избушки. У Сергея была специальная карта, на которой он указал все расставленные ловушки и эффекты, которые они могут дать. Например, перебить ноги или легкие, прибить к дереву, проткнуть тело насквозь. Егерю нравилось ощущать себя одним из героев фильма ужасов. Расстраивало одно – нужны были жертвы. Но откуда им взяться в глухой тайге? Сергей надеялся на его величество случай. И скоро этот случай представился. Группа браконьеров из 7 человек вышла на охоту. Старшим в группе был здоровенный мужик по кличке Рябой. У мужчин было 2 автомата Калашникова и ружья. В команде были опытные люди, за плечами служба по контрактам в горячих точках. Судьба свела их с егерем возле небольшого ручья, где они решили пополнить запасы воды. «Рябой, глянь-ка, егерь что ли идет?» – спросил худой мужчина у главного. «Не ссы, Гуня, договоримся». Серов заметил эту группу давно. Хорошо вооружены, с рюкзаками, в камуфляже, большие тесаки, возможно, бывшие военные. Сергей скрытно перемещался по лесу, наблюдая за вооруженными людьми. Возле ручья он решил показаться. «День добрый. Не часто в тайге встречаешь людей.
Да еще так много. Геологи, что ли? Сергей давно понял, что перед ним браконьеры, но решил изобразить из себя простачка. «А если нет, то что?» – с вызовом спросил Рябой. «Ты, видно, егерь здесь?» «Да, он самый. Короче так, мы тут немного пошумим, часика 2-3, а ты вроде ничего не слышал. За все про все даем 10 штук. Не баксов, конечно, а рублей». Рябой громко заржал. Его поддержала команда. «А если нет?» Серов стал заводиться. Он понял, что другого случая не будет. Это то, чего он так долго ждал. «Но она нет и суда нет. Шлепнем тебя здесь и оставим на ужин зверью. Не хочется лишний грех на душу брать. Так что возьми свои 10 штук и вали отсюда. Гуня, отсчитай ему бабки». Гуня полез в рюкзак за деньгами. «Стоп, не спешите. Мне деньги не нужны. Мне нужно другое». «Ишь ты, деньги ему не нужны. А чего ты хочешь?» Рябой посмотрел на егеря. «Я здесь один, скучно. Людей давно не видел. Предлагаю в игру сыграть. У меня будет фора. Всего 5 минут. Я убегаю, а вы меня ловите. Стрелять нельзя, даже чтобы подранить. Можно применять ножи». Серов прокручивал в голове путь к своей избе, с ловушками на подходе к ней. 5 минут должно хватить. «Если я успею добежать до своей избы, то вызываю вертолет со спецназом. Если вы раньше поймаете меня, то даю 2 дня на ваши дела. Что скажете?» «Заманчивое предложение». Рябой посмотрел на парня, стоящего справа от него. «Налегке бежать можно?» «Нет, это слишком просто будет для вас». «Ладно. Ну что, справишься?» Рябой снова посмотрел на парня. «Нет проблем, Рябой. И не таких загонял». Сергей с интересом посмотрел на парня. Похоже, что он будет первым. Первым в его новой коллекции. Отличный экземпляр. «Хорошо. Когда начнем?» «Да прямо сейчас. Засекайте время. 5 минут форы». После этих слов Сергей развернулся и нырнул в тайгу. Путь к избе не близкий, но все ловушки на пути он хорошо помнил. Егерь бежал быстро, он скоро услышал шум за спиной. Догонявший его парень был явно быстрее. Егерь рассчитывал на то, что браконьеры побегут вслед за своим товарищем, а с места, где стоит первая ловушка, просматривается его жилье, так что дорога к избе будет видна. А вот и она, родная. Сергей быстро перескочил место с первой ловушкой. За спиной, в 2 шагах от него, раздался страшный крик. Егерь обернулся на бегу. «Нифига себе!» – радостно произнес Серов. Парень висел на копье, прибитый к дереву. Его ноги не доставали до земли. Кровь стекала вниз небольшим ручейком. Парень орал от боли на весь лес. Недалеко послышались голоса его друзей. Егерь стремительно помчался к своей избе. Через полчаса все было закончено. В тайге раздавались страшные крики и стоны. Сергей вышел из избы. Наметанным взглядом он посмотрел на места нахождения ловушек. Они все сработали. Серов медленно пошел вперед. У браконьеров были пробиты легкие, перебиты ноги, распороты животы. Он подошел к Рябому. Его пригвоздила к дереву металлическая решетка с шипами. «Да бей, сука!» – прохрипел Рябой. «Давай сам, я не убийца», – ответил егерь и пошел собирать оружие. Собрав его, Сергей отнес все в избу. Затем взял заготовленные штативы под камеры, надел на голову маску, как в пиле, и вернулся к браконьерам. Расставив камеры, он стал ждать. Ждать пришлось недолго. Один за другим браконьеры покидали этот мир. Серов по очереди аккуратно отрезал им головы, стараясь, чтобы на стоявшей рядом камере все было хорошо видно. Вечером егерь сидел в избе и проверял, не оставил ли он следов. Одежда с трупов снята и сожжена. Тела на тележке вывезены и свалены в специальную могилу, которая пустовала полгода. Головы расставлены в подвале. Ловушки заново заряжены. Вроде нет следов. В одном из рюкзаков Сергей обнаружил пачки денег в рублях и долларах.
Отлично, значит можно закупать оборудование для новых ловушек. Сегодня предстоит еще скачать записи с камер на ноутбук и смонтировать фильм ужасов. Его фильм. Он и название уже придумал. Егерь. Будет что смотреть по вечерам.